Шайвер. Вы полюбили меня. Здесь я. Привет! В этом ролике вы узнаете, чем занимался Джек Кирби в DC Comics, что такое чекмейт, и услышите пару слов о самых знаменитых кризисах во вселенной Бэтмена и Супермена. Все это связано с финалом второго сезона Миротворца. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, а также присоединяйтесь к Бусти и Телеграму, чтобы быть в курсе всех новостей. Приятного просмотра! Недавно на канале HBO Max завершился сериал «Миротворец». За 16 серий мы смогли полюбить не самых известных и, на первый взгляд, скучных персонажей. Перчинки к этой истории добавил неожиданный поворот. Джеймс Ганн стал главой DC Studios в октябре 2022 года вместе с продюсером Питером Сафраном. И теперь лично создатель сериала про Кристофера Смита стал определять видение целой вселенной будущих фильмов про Бэтмена и Человека из стали. Новая вселенная DCU уже с нами. Вышел Супермен, мультсериал Creature Commandos, долгожданный второй сезон Peacemaker. К слову, последний оставил вопросы для части аудитории. И мы сейчас говорим не про танец из Fortnite. Дело в том, что многие зрители оценили финал достаточно прохладно. Там было мало экшена, сплошные музыкальные клипы, да и герои зачем-то основали некое сыскное агентство под названием Checkmate. Не мудрено, что люди, мало знакомые с комиксами, могли не заметить ружей, которые уже развесил Джеймс Ганн. А как говорил Антон Чехов, замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли... Первый раз. все обязательно сыграет свою роль. Что же может ждать DC Universe в будущем? Давайте разбираться. Джек Кирби стал известным еще в золотой век комиксов. Он приложил руку к таким тайтлам, как Captain America под издательством Timely Comics и Sandman, который выходил под патронажем National Comics. В то время будущий король Марвел успел поработать с Максом Флейшером, сдружился с такими авторами, как Уилл Айснер и Кармайн Инфантино. К 60-м годам National Comics трансформировалась в DC Comics и выпускала истории про Лигу Справедливости вместе с сопутствующими героями. Marvel Comics, унаследовавшая издательство Timely Comics под руководством Мартина Гудмана, нуждалась в собственных успешных командах, которые смогли бы конкурировать с постоянно растущей популярностью ведущего издательства комиксов. Именно тогда Стэн Ли и Джек Кирби создают фантастическую четверку. Вслед за ними появляются Мстители в составе Халка, Тора, Возрожденного Капитана Америка и других персонажей. Позже рождаются Люди Икс, которые станут одной из самых знаменитых серий издательства. Дело не ограничивается двумя авторами, и за первопроходцами приходят новые таланты, такие как Стив Дитко, который вместе с Ли придумывает комикс про пепсикольного стенолаза. Пепсикольный, я смотрю, у тебя такой неплохой костюм от Пумы. Джек Кирби долгое время ведет серию за серией в сотрудничестве с другими авторами. Тремя главными супергероями тех лет были Бэтмен, Супермен и Человек-паук. И вот к концу 60-х Кирби почувствовал, что его вклад в комиксы Marvel не так заметен. Ему не хватало признания авторских прав и указания на обложках. Дело в том, что Джек работал на студии Гудмана по контракту фрилансера на протяжении долгих лет. Это обстоятельство и привело к тому, что его вклад в общее дело не был оценен по достоинству. Были мысли перейти в другое издательство. Тогда платили больше только в одном месте — DC Comics. Сколько? Немало. А ты мне мозги не еб, я спрашиваю, сколько? Сейчас, когда я увольняюсь, мне дали $300, $300. В 1970 году Кирби заключает контракт на 5 лет. К тому времени руководящую должность в издательстве занял Кармайн Инфантино, старый знакомый Джека еще по золотому веку комиксов. Кирби не стал брать в работу такие флагманские серии, как Бэтмен или Супермен. Вместо этого его глаз пал на аутсайдерские проекты, где у потенциального автора была полная свобода творчества без жесткого контроля со стороны издательства. В работу пошла низкоприбыльная серия Superman Spell Джимми Олсен, в которой не было закрепленной творческой команды. Так Кирби возглавил журнал про Джимми Олсена, лучшего друга Супермена, и сразу радикально сменил тон серии от легкомысленных фантазий Серебряного века к динамичному научно-фантастическому боевику. Новый автор полностью переосмыслил образ самого Джимми. Из комичного неудачника тот превратился в отважного и компетентного героя, готового к любым авантюрам. Джек смело смешивал супергеройский комикс с научной фантастикой и
социальными аллюзиями. Все элементы, придуманные Кирби, сохранились в дальнейшем, но кое-что Джек изменил навсегда. Он создал для DC ультимативного злодея, повелителя планеты Апокалипс, и вместе с ним развернул масштабную сагу о новых богах. Комикс New Gods стал главной авторской серией Джека Кирби. Он давно хотел уничтожить асгардских богов Marvel, чтобы создать новых, и в DC ему позволили такое провернуть. Главным героем истории выступил Орион, сын повелителя утопического нового Генезиса, который боролся с правителем мрачной планеты Апокалипс, Дарксайдом. Тот, в свою очередь, искал уравнение антижизни, чтобы поработить все сущее. Главным сюжетным поворотом оказывалось то, что настоящим отцом Ориона оказывался его злейший враг. А сила? Ну, это просто микроскопические бактерии в крови, которые называются мидихлорианы. Джек вознамерился сделать больше, чем комикс. Он хотел создать настоящий эпос. Изначально автор задумывал сагу Fourth World как законченное произведение, но редакторы DC предложили Кирби интегрировать в сюжет персонажей из других серий издательства. Творческие разногласия привели к снижению качества комиксов и падению продаж, из-за чего серии были отменены в 1972 году. Тем не менее, эта работа впоследствии заслужила свое место в истории DC. Более того, Джек, по сути, буквально создал ту самую мифологию, какой мы ее знаем сегодня, оперирующую шекспировскими темами судьбы, свободы воли и извечной борьбы противоположностей. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. А ведь еще был Mr. Miracle. Второй сюжет полностью отличался от новых богов, хоть и был напрямую связан с основным комиксом. Узник Дарксайда Скотт Фри оказывался настоящим сыном высшего отца. Его обменяли на Ориона в рамках пакта о ненападении между новым Генезисом и Апокалипсом в самом детстве. И если главный герой предыдущего комикса сражался со своим настоящим отцом, то Скотт оправдывал данное ему прозвище. Он мастер побега, специалист по выходу из самых сложных ситуаций. Пока одни герои боролись за судьбу вселенной, Мистер Чудо сбегал на Землю, пытался жить среди людей, чувствовать, верить и любить. Время показало, что герою не убежать от судьбы, и ему придется принять ее. Но это случится уже после Кирби. Последней в саге была серия Forever People. Она знакомила читателя с командой юных новых богов. Сюжет строился на противостоянии наивного, но искреннего идеализма молодежи с циничной философией антижизни, которую проповедовал Дарксайд со своей армией. Тут стоит обратить внимание, что до выхода новых мутантов Криса Клэрмонта оставалось еще 10 лет. Джек Кирби и здесь стал первооткрывателем. Эксперименты Джека на этом не заканчивались. Параллельно с собственными замыслами автору приходилось учитывать и прямые указания издательства. DC Comics хотели хоррор, комикс-фантастику, приключения. Для хоррор-направления Джек Кирби придумал и написал комикс The Demon. When will you foolish mortals learn? A demon's fates, not your concern. Сюжет начинался еще в эпоху короля былого и грядущего, Артура, правителя Камелота. Волшебник Мерлин, чтобы противостоять чародейке Моргане, призвал из ада демона Этригана. Тот сокрушил армию врага, но ценой огромных разрушений, и придворный чародей на долгие века заключил демоническую сущность в теле человека, Джейсона Блада. Так появилось одно из самых могущественных существ в DC Comics. Спустя много веков, уже в Готэме, бессмертный Блад вновь осознает себя настоящим демоном. Подобно Халку и Доктору Джекилу, он вынужден бороться с демонической и человеческой сущностями внутри себя, одновременно противостоя призраку оперы, чудовищу Франкенштейна и своему личному Джокеру, проказнику Клариону. Speak up. I order you. Yes, I hate you. But there's nothing you can do about it. Тем самым, помимо космологии, Кирби расширил и углубил для DC еще и мистическую сторону вселенной. Старой серией, которую Джеку поручили реанимировать, стал комикс Our Fighting Forces, или, как его называли во времена Кирби, The Losers. Это был цикл военных историй, сфокусированный на интернациональной команде солдат, объединенных общим статусом неудачников и сражающихся на фронтах Второй мировой войны. Основной конфликт разворачивался не только на поле боя, но и в морально-этической плоскости, где персонажи сталкивались с тяжелейшим выбором между долгом и человечностью, а сама война представала не романтизированным приключением, а суровой и трагической реальностью. Значение этой работы Кирби заключалось в глубоком гуманистическом подходе к военному жанру, где на первый план выходили не столько батальные сцены, сколько исследования психологии и стойкости обычных людей в экстремальных условиях, что придавало комиксу философскую глубину и эмоциональную силу.
И, конечно, комиксом-приключением, также изначально не связанным с основной вселенной DC, стала еще одна работа — Kamandi — The Last Boy on Earth. Идея серии возникла после того, как DC Comics не удалось приобрести лицензию на комиксы по франшизе «Планеты обезьян», и издатель Carmine Infantino лично попросил Кирби создать историю со схожей концепцией. Каманди, возможно, последний человек, сохранивший рассудок в мире разумных животных. Не имея сверхспособностей, а лишь храбрость и смекалку, он отправлялся в скитание, чтобы найти выживших людей и свое место среди новых хозяев планеты. Роуд-муви этого героя продержалась дольше всех других комиксов Джека Кирби и пользовалась неистовой популярностью у читателей. Герой не был мессией, он был близок к аудитории, которая могла соотнести себя с юношей. Он осваивался в опасном, но причудливом мире, живущем по правилам дикой природы, с поправкой на то, что человечества больше нет, а память о его культуре еще жива. Да и время было такое, что подобные истории оказывались как никогда актуальны. Последней работой Джека Кирби в DC стал The O-Max. Макс считается одним из лучших паркурщиков в мире. Для него не существует препятствий. Автор словно напоследок решил соединить все свои идеи и представить потенциальное будущее не реальности, а самого комикса как явления. Его новый герой стал реакцией на мировые катаклизмы и злоупотребление абсолютной властью, своеобразным прогнозом для супергероики грядущих лет. Слоган «The World That's Coming» встречал читателя будущим, которое еще не было описано Уильямом Гибсоном в «Нейроманте» и тем более не было осмыслено Уорреном Эллисом. Сверхсекретный спутник Brother Eye, обладающий искусственным разумом и действующий в интересах глобального миротворческого агентства, находит человека, Бадди Бланка, и наделяет его безграничной силой. Обычный клерк был переписан на генетическом уровне. Так родился O-Mac. Это герой, лишенный отличительных эмоций и стремлений, серый человек без выдающихся черт характера, практически чистый лист. Он получил в свое распоряжение силы и гаджеты, став в одном лице и Капитаном Америка, и Железным Человеком. Аббревиатура O-Mac достаточно банально расшифровывалась как One Man Army Corps — армейский корпус из одного солдата. Глобальное миротворческое агентство назначило O-Mac своим полевым агентом, призванным предотвращать глобальные угрозы в мире, где большие армии признали слишком опасными. Комикс рисовал сатирическое и порой гротескное будущее. Уже с первых страниц Кирби показывал мир, где существовали искусственные компаньоны, геноиды для пользования людьми. Города в этом мире выкупались всемогущими воротилами лишь для того, чтобы устроить ловушку для главного героя. Торговля живыми людьми с удалением их сознания была обычным делом. Словно в видоизмененном углероде, эти куклы покупались богачами для продления жизни. O-Mac боролся со злом, и его методы часто были жесткими. Сверхсильный, выносливый, способный изменять плотность своего тела, он был полицейским будущего. Любой необходимый навык или оружие герой получал мгновенно. Спутник окутывал его молекулярным коконом для защиты от взрыва, лечил раны лучами или предоставлял летающее кресло, начиненное огромным арсеналом. Комиксу было суждено просуществовать всего 8 выпусков, и последние из них были дописаны другими авторами после того, как Кирби покинул DC и вернулся в Marvel. Персонажа ждало забвение, в то время как другие творения Джека Кирби так или иначе появлялись даже в «Кризисе на бесконечных землях», первом глобальном событии, изменившем саму структуру мультивселенной DC. O-Mac вернулся лишь в небольшой серии Джона Бирна, которая стала прощанием с персонажем и точкой в сюжетах, начатых оригинальным автором. O-Mac как персонаж был сложен для интеграции в основную вселенную комиксов DC. Но как явление, как способ борьбы с могущественным злом, инструмент правды, он вполне мог сыграть свою роль. Правда заключалась в том, что боги и монстры этих комиксов смотрели на читателя с обложек. Любой из них мог сделать первый шаг к уничтожению всех. Следующим, о чем мы поговорим, будут комиксы, созданные в 80-е. В отличие от серии Кирби, эти персонажи и команды значительно чаще попадали в кино, сериалы, мультфильмы и даже видеоигры. Даже Marvel в эпоху своего очередного ренессанса позаимствовала идею о преступниках и оперативниках с неочевидными методами, но вполне объяснимыми мотивами. Программа Task Force X представляла собой кодовое название секретного правительственного проекта, объединившего под своим началом в 80-х годах несколько подразделений для выполнения особо опасных операций в интересах США. Инициатором выступила небезызвестная Аманда Уоллер. Узнав о засекреченных программах прошлого, она решила возродить их для проведения самоубийственных миссий и возглавила этот рискованный эксперимент, известный как Suicide Squad.
Отряд самоубийц был оперативной группой, состоявшей из завербованных правительством суперзлодеев, которых бросали на выполнение смертельных тайных миссий. Команду возглавлял Рик Флэг-младший, а в ее состав входили такие личности, как Дэдшот, Капитан Бумеранг, Бронзовый Тигр, Чародейка, а потом уже и другие хорошие люди. Для обеспечения покорности заключенным вживляли в шеи миниатюрные взрывные устройства. Целью команды было выполнение грязных заданий американского правительства. От ликвидации террористов до тайных операций за рубежом, которые были слишком опасны или незаконны для официальных сил. Само название группы красноречиво намекало на высокий летальный исход таких заданий. Помимо ударной группы, в структуре Task Force X существовало подразделение для разведки, мониторинга и специальных операций, получившее название The Agency. Его формальным руководителем стала полковник Валентина Восток, бывшая советская летчица и участница команды Doom Patrol, известная как негативная женщина. По поручению Аманды Уоллер агентство действовало как малое автономное подразделение, занимавшееся жизненно важными для безопасности США глобальными операциями. В его задачи входили контроль над особо опасными металюдьми и проведение по всему миру тайных операций разведывательно-оперативного характера. Команда пользовалась спорными методами для достижения своих целей. Восток стремилась привлекать к секретным заданиям нестандартных агентов, но быстро столкнулась с проблемами. Набранные ею костюмированные оперативники зачастую оказывались психологически нестабильны и склонны к самовольным действиям, что несколько раз приводило к провалам секретных операций и нежелательной огласке. Одним из таких оперативников с извращенной идеологией и готовностью выполнить приказ любой ценой был Кристофер Смит, известный как Миротворец. Во время одной из операций Миротворец столкнулся с другим линчевателем в маске — Виджиланте. На тот момент под этим псевдонимом действовал Дэйв Уинстон, который взял на себя роль после ухода оригинального Виджиланте Эдриана Чейза. Во время столкновения с террористами Смит и Уинстон вступили в конфликт из-за разных взглядов на правосудие. В ярости Миротворец застрелил Уинстона, который умер на руках у наблюдающего за происходящим Эдриана. Эта трагедия заставила Чейза осознать, что его судьба неразрывно связана с потерей и страданиями. Он вновь облачился в костюм, чтобы продолжить свой путь возмездия. Инцидент между Миротворцем и Виджиланте попал в поле зрения СМИ, что вызвало серьезный кризис для агентства. Аманда Уоллер, недовольная провалами в соблюдении секретности, приняла решение о смене руководства. Она отстранила Валентину Восток от командования и назначила новым главой координатора-оперативника Гарри Штейна. По приказу Уоллер Штейн провел полную реорганизацию структуры, преобразовав агентство в новую службу под названием «Шахматы». Дебют Checkmate состоялся на страницах Action Comics в 1988 году. По сюжету агенты организации, действующие под кодовыми именами шахматных фигур, работали параллельно с Суперменом по спасению заложников. Выпуск наглядно продемонстрировал двойственную природу новой программы. Формально помогая герою, они преследовали собственные цели. В финале спасенный дипломат был тайно ликвидирован по приказу правительства за пределами воздушного пространства США. Этот сюжет установил морально неоднозначные методы организации, основанные на холодном расчете и приоритете государственных интересов над человеческой жизнью. Выбор комикса о Человеке из стали не был случайен. Его идеализм создавал мощный контраст с циничными методами тайной организации. В первых выпусках «Шахмат» читателям объясняли, как Гарри Штейн реорганизовал секретное агентство в новую автономную службу. Новый лидер набрал в штат лучших оперативников из спецслужб и полиции, уделяя особое внимание их профессионализму и психической стабильности. За основу своей структуры Штейн взял шахматы. В иерархии каждый ранг соответствовал шахматной фигуре. Во главе стояли король и ферзь-королева. Под ними слоны, аналитики и кураторы операций из штаб-квартиры. Ладьи служили оперативными руководителями, планирующими миссии, конями называли полевых агентов, а их помощники-пешки обеспечивали поддержку, связь и слежку. Поле деятельности организации включало глобальные тайные миссии по защите интересов США, а впоследствии и всего мира от терроризма, сверхопасных преступников и прочих угроз, неподвластных обычным силам. Ранние сюжеты представляли собой отдельные истории. Герои предотвращали угрозу гражданской войны, раскрывали тайные заговоры и действовали за рубежом, защищая важных свидетелей. Кульминацией первой серии «Шахмат» стал масштабный кроссовер The Janus Directive в 1989 году, в котором подразделения Task Force X вынуждены были противостоять друг другу. Все это оказалось частью плана Аманды Уоллер по поимке опасного сверхпреступника. Цена подобной операции оказалась высока. Организация лишилась всей своей инфраструктуры. Checkmate остались без штаб-квартиры, сменили руководство, перебрались в новое убежище в Колорадо и надолго залегли
ушли на дно, зализывая раны. Казалось бы, о них можно было забыть, но не все было так просто. В рамках вселенной DC уцелевшие агенты продолжили свою деятельность. And if it has to end, at least I go out like this, being Batman. После кризиса на бесконечных землях мир DC был реконструирован в единую вселенную. Лига справедливости Америки была переформирована с новым составом, при этом команды вроде Юных Титанов и Аутсайдеров продолжили свою работу, хотя и с изменениями. Обновленный состав авторов решил привнести новизну в саму идею самой популярной супергеройской команды. Так появилась Интернациональная Лига Справедливости. Официальное спонсорство ООН дало команде необходимые ресурсы, статус и легитимность. Такой статус позволил создать глобальную сеть посольств по всему миру. В отличие от эпичного и серьезного подхода классической лиги, приключения этих героев стали известны своим юмористическим, почти ситкомовым стилем. Сюжеты часто фокусировались на взаимоотношениях героев и их бытовых проблемах. Важной деталью стало то, что такие персонажи, как Супермен и Чудо-женщина, не присоединились к команде. Создателям пришлось сформировать костяк из менее раскрученных героев. Мистер Чудо, Синий Жук, Бустер Голд и Доктор Фейт во многом стали звездами новых серий. Конфликты между Бэтменом и Гаем Гарднером надолго запомнились читателям. И, конечно, из-за нового статуса в Лиге Справедливости требовалось публичное лицо и менеджер. Им стал Максвелл Лорд. На первый взгляд он был просто спонсором, стремящимся превратить Лигу в глобальный миротворческий бренд. Изначально мотивация этого персонажа оставалась туманной, а методы жесткими. Как герой, Максвелл постоянно проявлял проблески совести, борясь с собственными предрассудками в отношении металюдей. Важнейший поворот в судьбе героя произошел во время кроссовера Invasion, когда инопланетная раса доминаторов активировала генную бомбу. Она пробудила латентный метаген у Лорда, наделив его способностью к телепатии и контролю над разумом. Хотя первоначально эта способность была ограниченной и при перенапряжении вызывала носовые кровотечения, именно она заложила основу для его будущего пути к абсолютной власти. Приключения героев не могли продолжаться беззаботно вечно. В серии Identity Crisis читатели увидели знакомых героев с неожиданной стороны. Персонажи были вынуждены идти на обман и компромиссы, когда другого выбора не оставалось. Так команда переформатировала память и сознание суперзлодея Доктора Лайта, который узнал правду о секретах героев и начал нападать на их близких. Этот секрет стал центральной точкой конфликта, обнажив глубинные разногласия и недоверие среди членов Лиги Справедливости. Бэтмен, всегда выступавший против любого вмешательства в свободу воли, оказался главной жертвой этой лжи. От него правду скрывали дольше всего. Распознав обман, Темный рыцарь испытал сокрушительный удар по доверию к друзьям, что напрямую повлияло на его решение создать систему глобальной слежки за металюдьми под названием Brother One. Вскоре произошло ключевое событие. Максвелл Лорд, к тому времени покинувший ряды Интернациональной Лиги Справедливости, тайно занял пост Черного Короля в организации «Шахматы». Изначально DC не раскрывала, как и когда Лорд проник в руководство, но к 2005 году выяснилось, что Максвелл радикализовался. Возглавив Checkmate, он направил ее ресурсы на создание орудия против металюдей. Втайне от всех Лорд взломал и захватил спутник Бэтмена Brother One, переименовав его в Brother Eye, и с его помощью начал готовить армию нанороботов OMAC. Теперь эта аббревиатура расшифровывалась как Observational Metahuman Activity Construct — наблюдательный конструкт метачеловеческой активности. Так, наследие Джека Кирби обрело новую форму на страницах кроссовера The OMAC Project. OMAC перестал быть одним персонажем и был интегрирован в основную вселенную DC. Могущественным злом в глазах руководителя шахмат и его системы Братский Глаз стали сами металюди. Чтобы победить богов и монстров любой ценой, Максвелл начал внедрять нанороботов в случайных людей, программируя их в нужный момент превратиться в беспристрастных киборгов-убийц, чьей задачей была повсеместная нейтрализация супергероев. Первым, кто раскусил замысел Лорда, стал один из его немногих друзей Тед Корт, известный как Синий Жук. Он же и пал жертвой безумного плана новоявленного суперзлодея. Так началось моральное падение героев. Бэтмен, ставивший личный идеализм превыше всего, сам стал жертвой недоверия к соратникам. Супермен оказался под контролем Максвелла Лорда и был вынужден подчиниться, превратившись в абсолютное оружие против своих друзей. А Чудо-женщина, всегда служившая камертоном добродетели, совершила убийство Лорда в прямом эфире на глазах миллионов.
Этот поступок активировал протокол OMAC, направивший армию киборгов против всех носителей сверхспособностей. Герои, конечно, победили, и в то же время они столкнулись с волной скепсиса и чередой так называемых кризисов, глобальных событий, затронувших каждого. Именно на страницах этих комиксов читатель знакомился с персонажем Саши Бардо, которая сыграла одну из ведущих ролей в уничтожении Brother Eye. Она сама частично становилась киборгом, но помогала героям победить систему Максвелла Лорда. Сама героиня позже стала неразрывно связана с организацией Checkmate и заняла место Черной Королевы. Исследователи комиксов часто сравнивают персонажей DC с античными героями, и в этом есть доля истины. Эти персонажи живут уже почти целый век, став для читателей настоящей семьей. Но, как известно, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Кризис на бесконечных землях когда-то переформатировал вселенную, чтобы собрать разрозненных героев вместе. Кризисы же нулевых один за другим принялись серьезно испытывать персонажей на прочность. В конце концов, мы знаем, как назывался комикс Гранта Моррисона про Бэтмена «Batman R.I.P». Эпоха рефлексии на наследие DC началась. You peaked too soon! Man, I don't think I've peaked. Quite yet. История повторяется по спирали. Джефф Джонс в комиксе Doomsday Clock сформулировал идею о том, что вселенная DC всегда возвращается к ключевым событиям, но по-новому. Единственной постоянной величиной остается Супермен, полярная звезда для всех остальных героев. Независимо от перезапусков и переосмыслений, он всегда появляется и служит символом надежды. Джеймс Ганн строит DCU не как копию комиксов, а как их реинтерпретацию, где ключевые элементы собираются заново, но с сохранением духа оригинала. И уже сейчас многие элементы из комиксов про Checkmate и OMAC угадываются в новой вселенной. Во втором сезоне «Миротворца» команда главного героя порывает с Argus и основывает собственную независимую организацию — Checkmate. Джеймс Ганн подчеркнул ее важность для будущего DCU, отметив, что организация будет играть ключевую роль в предстоящих проектах, включая грядущий сериал Lanterns. Параллельно разворачивается сюжет с Риком Флэгом-старшим, который через квантовую технологию ищет необитаемые измерения для тюрьмы мета-людей. Этот мир получает название Salvation, прямая отсылка к комиксу Salvation Run. В финале Крис Смит становится первым заключенным планеты-тюрьмы, отправленной туда в качестве мести за смерть Рика Флэга-младшего. Теперь давайте посмотрим на пазл, который собирает Джеймс Ганн. Саша Бардо. В комиксах она начала как телохранитель Брюса Уэйна, стала агентом Checkmate и поднялась до позиции Черной Королевы после Infinite Crisis. Во втором сезоне «Миротворца» она показана как агент Argus с кибернетическими улучшениями, которая в финале присоединяется к Checkmate. Хотя роль Бэтмена в DCU еще не раскрыта полностью, связь Саши с тайной организацией шахмат в комиксах и ее появление в сериале — слишком точное совпадение, чтобы быть случайностью. Мистер Terrific. В фильме «Супермен» мы видим Майкла Холта, который в комиксах стал Белым Королем Checkmate после Infinite Crisis, работая бок о бок с Сашей Бардо. Его появление в фильме про Супермена явно не было случайностью. Максвелл Лорд. Джеймс Ганн заявил, что его авторская версия основана на оригинальной интерпретации из Justice League International, где Лорд был морально неоднозначным персонажем, но не откровенным злодеем. Это отличается от его роли в The OMAC Project, где он стал антагонистом. Ганн даже пошутил: «Не ждите, что он выстрелит синему жуку в лицо». Впрочем, мы вряд ли увидим Теда Корда как синего жука, учитывая недавний фильм про Хайме Рейеса. Но Ганн может лукавить. Никто не говорил, что на месте жертвы не окажется совершенно другой персонаж. Вряд ли создатель DCU прямо расскажет, что планирует в итоге. Checkmate. В финале второго сезона «Миротворца» она создается как независимая структура, противопоставляющая себя Argus и правительственным организациям. В комиксах Checkmate после Infinite Crisis также была реформирована как международная организация с более сложной структурой и иерархией. Brother Eye и OMAC. Хотя напрямую эти элементы еще не появились в DCU, все кирпичики на месте. На протяжении всего второго сезона «Миротворца» организация под руководством Рика Флэга-старшего ищет доступ к параллельным реальностям для создания тюрьмы мета-людей. Там, где есть тюрьма, нужны те, кто ловит преступников. А там, где есть темница, найдется и палач. У нас есть спутниковые технологии Лютера, есть организация Checkmate, есть угроза со стороны мета-людей, которые видят Рик Флэг-старший и Лекс Лютер. Концепция превращения обычных людей в оружие против супергероев вполне может быть реализована в будущем.
Salvation и мультивселенная. Использование альтернативных измерений как тюрьмы для металюдей открывает дверь к масштабным сюжетам. В комиксах эта планета была непосредственно связана с Дарксайдом. Она была его полигоном для тренировок парадемонов. Во втором сезоне Миротворца мы уже видели Землю X, мир с подвохом, где семья Криса жива. Salvation становится еще одним измерением в растущей мультивселенной DCU. Мы, конечно, можем ошибаться, и все это лишь гипотезы. Но согласитесь, люди так любят предполагать, надумывать и загадывать, что это становится частью нашей жизни. Один момент остается без ответа. Создатели DCU анонсировали сериал про Бустера Голда. Это безумно интересный герой, выступавший в паре с Синим Жуком. Но его роль после Infinite Crisis была колоссальной. Бустер стал одним из немногих персонажей, защищавших мир после того, как Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина надолго отошли от дел, пережив серьезные потрясения, связанные с кризисами. Джеймс Ганн, если после первой главы своей вселенной ты действительно выведешь на первый план таких героев, как Бустер Голд, дай надежду. Пусть в фильмах появится Хитман. Наверное, лучший персонаж DC Comics. Он этого действительно заслуживает. Главного злодея, преступника магнета, он вообще не признавал никогда авторитета. Раскаленный кончик Бэтмена, везде, правда в груди, лицо не на коле. Я фанат DC, я фанат DC, а если любишь Марвел, нам не попусти. Большое с Рошином в тюрьме пересекался, это было до того, надо бы распался. Он Калача рассказывал, ни капли не тайна, как нашел каннабис, точно человек, как муравья. Перед сложным выбором циклопа он поставил, кто тебе в итоге один ложный зря оставил. Противник голос нагонял на нас сестра, Дэдпул вообще ходил по камере,